Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Сегодня продолжаем цикл супов, и я хочу приготовить уже давно забытый рецепт, тоже из детства, овсяный суп с грибами. Для этого нам понадобится мясной бульон. Давайте быстренько я вам напомню, как приготовить такой наваристый бульон. Моя бабушка всегда миксовала для бульона мясо, то есть она закладывала минимум 3 вида мяса. Это было говядина, баранина, свинина, либо говядина, баранина, птица. Вы можете класть то мясо, которое вам больше нравится, которое вы употребляете. Я сегодня буду варить бульон на основе телятины, баранины и домашней курицы. Для этого я взял говяжью грудинку, лопаточную часть, реберную часть от барашка и деревенского цыпленка. В холодную воду закладываем мясо. Я, как правило, навариваю сразу бульон для нескольких супов. Вы можете взять то количество мяса на то количество бульона, какой вы суп будете делать. Под своими супами в описании я буду делать раскладку на одну порцию супа, подробную. Курицу, чтобы она у нас в кастрюлю поместилась, мы разрезали пополам. Также я добавляю корень сельдерея, лук-порей, репчатый лук, цельную луковицу, перец горошком. Бульон я солю чуть позже, после того, как он закипит. После того, как закипит бульон, снимем пену и оставим его вариться на медленном огне на 1,5 часа. Я считаю, что основа хорошего супа – это хороший наваристый бульон. В готовый бульон мы добавим мясо, которое мы отваривали. Суп у нас грибной. Мы замочили белые сушеные грибы на час в кипятке. Сейчас мы их достанем и нарежем. А этот бульон грибной отправим сюда. Также для пассировки нам понадобится стандартный набор. Это лук репчатый, морковь, лук-порей, окрошенный мелким кубиком сельдерей, из специй соль, черный перец и овсяные хлопья. Для того, чтобы бульон был более прозрачный, мы их трижды промыли кипятком. Приступим к приготовлению. Сейчас нарежем грибы и поставим их отваривать. Я помню, раньше в детстве очень часто дома варили этот суп. Я его любил за то, что он имеет такую клееобразную консистенцию за счет овсянки. Все, грибы покрошили, отправляем их в бульон. Доведем до кипения, и они у нас будут вариться минут 20. А тем временем мы приготовим поджарочку. Нальем на сковороду 30 граммов растительного масла. Отправим в разогретое масло лук, сельдерей. Классическая поджарка, такая, как большинство супов. Минуты 2-3 жарим наш лук до прозрачности. Добавим морковь. Думаю, этого будет достаточно. И нарезанного мелко лука-порея. Все тщательно перемешаем. Посолим, поперчим. Все ингредиенты я подробно напишу в описании под видео. Прошу обратить внимание, что они будут рассчитаны из расчета на одну порцию. Овощи мы спассеровали, добавим их в бульон. Добавим овощи в бульон. И добавим промытую овсянку.
Посолим по вкусу. Немного поперчим. Доведем до кипения, убавим газ и оставим вариться на 20-25 минут. Суп наш готов. Давайте попробуем, что у нас получилось. Запах белых грибов безумно приятен. Овсяночка. Мяса хочу, мяса. Попробуем. Этот суп вкусен как без сметаны, так и со сметаной. Но я люблю со сметанкой. И немного зелени. Попробуйте такой супчик приготовить. Кто не готовил ни разу, а кто готовил, я, может, кому-то напомнил, может, кто-то забыл, что раньше в детстве такой суп готовили. Вкуснота. Со сметанкой вообще. Она свою кислинку все-таки придает. Вообще божественно. Мяско. Вот белые грибы вообще не... Это лучший гриб, который только может в кулинарии. Вот я каждый год заготавливаю, закупаю вот сушеные грибы, и когда сезон начинается, и варю там супчики. Потому что свежие не всегда есть, а вот из сушеных отмочил, раз-раз, 40 минут и суп готов. Шикарно. Легенький такой супчик. Засада. Друзья, вам, наверное, тяжело смотреть, как я один кушаю. Поэтому на этой вкусной ноте, по традиции, я хочу поздравить всех именинников, у кого сегодня день рождения. Пожелать их всех благ, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой, достатка в доме. А всем моим дорогим подписчикам и зрителям я желаю вкусной еды и приятного аппетита. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всего доброго. С вами был Волоха.